Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду сеять перец уже для теплицы, потому что уже пора. Хочу показать вам, что я буду сеять. Значит, у меня на сегодня 5 ранних сортов, вернее даже сорта и гибриды, которые я буду высаживать в теплице где-то в конце апреля, только позволят погодные условия. Ну и в соответствии с этим я хочу и посеять перец немножко пораньше, чтобы он подрос, и я уже могла его потом высадить и получить более ранний урожай. Из ранних перцев я приготовила, как я уже сказала, 5 видов. Значит, мой любимый Springboks компании Close, французской селекционной, желтый, красивый, толстостенный перец. Перец сладкий Springboks, или еще его называют казантип, это раннеспелый гибрид желтоплодного перца селекции французской компании Close. Его можно успешно выращивать как в открытом, так и в закрытом грунте, в первом и во втором севообороте. Период созревания длится около 65-70 дней от момента высаживания рассады на постоянное место. Плоды четырехкамерные, кубовидные, очень крупные. В длину достигают 11-12 см, в диаметре 10-11 см. Толщина стенки составляет около 6-8 мм. Цвет плодов темно-зеленый в технической зрелости, а в биологической ярко-желтой. Я его высаживаю практически каждый год и очень довольна его урожаем. Причем Springboks, он любит вот такие вот тепличные условия и хорошо в них плодоносит. Еще один из ранних перчиков — это перец Snow White. Перец сладкий Snow White – популярный ранний высокоурожайный гибрид нидерландской селекции компании Richtsvan. Его можно выращивать как в открытом, так и в закрытом грунте. Период вегетации 58-62 дня. Плоды конические, венгерского типа, четырехкамерные, в диаметре 6-7 см. В длину вырастают до 11-12 см. Толщина стенки 5-6 мм. Первый массовый урожай можно собрать уже через 58-62 дня после высаживания рассады. В технической спелости плоды белые с зеленым оттенком, в биологической кремово-желтые или молочные. В прошлом году я его тоже уже выращивала. Такой совсем ранний перчик, очень ранний. Плоды белые, слегка желтоватого кремового цвета. Вкусные. Вот те перцы, которые продаются в супермаркетах из первых урожаев, вот они очевидно такие же, как Snow White. Еще у меня есть перец Каптур. Всего я купила 10 семян. Выращивала его тоже в прошлом году. Это такой длинный красный сладкий перчик. Необычный перчик, форма у него необычная. Покажу, фотографию покажу. Перец Каптур – гибрид сладкого перца типа капия селекционной компании Seminis. Растение формирует сильный высокий куст. Период вегетации 58-62 дня. Плоды немного плоские, в форме конуса. Длина отдельного плода 18-20 см. Длинные такие перчики. Вес 160-180 грамм. В стадии технической спелости перцы имеют зеленый окрас, в биологической насыщенно-красный. И купила буквально на днях перец Анетта. Сладкий урожайный гибрид нидерландской селекции от компании Enzo Zaden. Я взяла всего 10 семян, хочу посеять, посмотреть, какой он будет. Ну, он, как пишет поставщик, он не очень большой, 140-160 граммов. Но стеночка хорошая, 6-7 мм. Перец сладкий Анетта – ранний урожайный гибрид нидерландской селекционной компании Enzo Zaden. Период вегетации 65 дней. Плоды конусовидные, толстостенные, около 6-7 мм. В диаметре 6 см, в длину вырастают до 11 см. Средний вес плодов 140-160 грамм. С момента пересадки рассады до достижения зрелости проходит около 65 дней. В стадии технической зрелости плоды имеют зеленый цвет, в биологической – красный.
Посмотрим, что он нам покажет. Период созревания такого перца 65 дней от момента пересадки рассады. Ну и старый проверенный перчик, это сортовой перчик Леся. Перец сладкий Леся. Раннеспелый, засухоустойчивый сорт, имеющий оригинальную форму плодов. Этот сорт можно успешно выращивать как в открытом, так и в закрытом грунте. Кусты низкорослые, около 50 см, сильно ветвистые, обильно облиственные и интенсивно загруженные завязью. Период созревания 110-120 дней от момента появления всходов. Сорт не требует формирования куста, но при значительном количестве плодов, конечно, рекомендуется растение подвязывать. На каждом кусте созревает до 30 плодов, даже при высоких температурах и недостатке полива. Плоды сердцевидной формы с острым носиком. Средний вес 150-170 грамм, длина около 10 см, диаметр у основания 6-7 см, толщина стенки 10 мм. Продолжительность периода созревания, как я уже и сказала, 110-120 дней от появления всходов. Перчик такой небольшой по своей структуре, но достаточно вкусный, сладенький, и плотная у него такая хорошая мякоть. В прошлом году я его высевала, собрала собственные семена, но пока собственные я буду высаживать в открытый грунт, буду сеять на неделю позже, где-то под 10 марта, а этот из остатка семян прошлого года купленных я посею для того, чтобы выращивать его в теплице. Ну вот такой ассортимент. Пойдемте сеять. Я приготовила грунт, приготовила отдельно кассеты. Вот такой они формы. Перец имеет длинный стержень. Корень у него такой длинный стержневой и будет расти как бы в глубину. Поэтому высота кассеты должна быть достаточно большой. Это 96-я кассета. И вот такая у нее глубина. То есть конусообразную надо подбирать кассету, если вы высеваете перец в кассеты. Из почвы у меня тут верховой субстрат. Торф Рекива. Он нейтральный практически, у него кислотность 6, я проверяла. Здесь домешан немножко агроперлит для того, чтобы торф сам не комковался, потому что если поливаешь, он начинает забиваться, уплотняется, и потом растениям сложно. Я добавляю примерно 5% агроперлита дополнительно в торф. Теперь хочу сказать, что торф-поставщик вообще обрабатывает паром, он практически чистый, но я его еще буду селить в нем фитоспорин, потому что мне надо, чтобы растение было здоровым, значит, должны быть здесь и здоровые бактерии, которые будут помогать ему расти. Поэтому я заселю этот грунт фитоспорином. Это у меня водный раствор фитоспорина, тепленький. Температура примерно 25 градусов, потому что бактерии фитоспорина любят тепло. Если вы хотите, чтобы они размножались и помогали вам, надо, чтобы грунт был теплый. Теперь я пролила и буду делать такие небольшие луночки для каждой семечки перца. И каждая семечка будет посажена в отдельную ячейку. Поскольку у меня семена обработаны, покрыты сверху инкрустацией, то я их ничем не обрабатывала. Домашние семена я буду обрабатывать, а эти обрабатывать не буду, потому что они практически чистые.
начнем из самого раннего. Это у меня Snow White. Самый ранний. Он буквально за 60 дней уже вам даже и плоды покажет после того, как вы посадите его в почву или в теплицу. У меня всего 10 семян. Я беру этот перчик для того, чтобы иметь как бы первые плоды, самые ранние. Глубина заделки семян перца небольшая, примерно полсантиметра. Перец прорастает не очень быстро, поэтому если у вас такие семена ненадежные, надо сначала проверить их на всхожесть, завернуть в тряпочку влажную и положить в теплое место с температурой примерно 22-25 градусов. И если через 3-4 дня вы увидите первые корешки, пробившиеся в семечке, значит перец можно сеять. У меня семена свежие. Я стараюсь следить за тем, чтобы семена были свежие, поэтому могу сразу с уверенностью сеять их в почву. Всхожесть семян перца сохраняется примерно 3 года. Дальше перец становится практически стерилен. Кислотность почвы для хорошего роста перца должна быть в пределах 6-6,8. Тогда перец будет себя чувствовать хорошо. Ну и после того, как мы заделали в почву, теперь прольем, еще укроем пленкой и поставим в теплое место. Температура для того, чтобы семена быстро взошли, должна быть в пределах плюс 22, плюс 25 градусов. И, конечно, должно быть тепло снизу, чтобы само семечко чувствовало тепло снизу. Если вы поставите на холодную поверхность, семечко будет прорастать достаточно долго. Ну что ж, такие вот у меня сегодня посевы. Сейчас закрою пленкой, поставлю в теплое место и будем ждать всходы. О всходах я вам потом расскажу и покажу. Надеюсь, мое видео будет для вас полезным. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Скоро увидимся!